Всем привет! И сегодня я расскажу, как получить 3 достижения из DLC Lost River, связанных с ранчо. Итак, достижения, которые находятся в разделе Lost River и относятся к DLC нового Lost River, получить возможно только при покупке дополнения и игре на соответствующей карте. Теперь можем приступить к рассмотрению этих достижений. Сначала порассуждаем о самом ранчо. Когда-то давно в версии 2.7 было ранчо, но там не было особо много возможных действий. Вы искали теленка, убивали его и имели некоторое время свалить от хозяина ранчо, который намерен застрелить вас. Там были достижения, связанные с успешным убийством теленка или вашей смертью. И здесь, в новой версии, они тоже есть. Но появилось гораздо больше простора как и у самого ранчо, так и у ваших действий. Ранчо имеет некоторую невидимую границу до забора, входя в которую вас предупреждают о большой опасности при пребывании на территории ранчо. А теперь один из основных вопросов. Как попасть на территорию ранчо? В заборе в рандомном месте будут появляться дыры. Эта колючая проволока будет разрушена и будет возможность проскочить на опасную территорию. Обычно ломается с одной стороны забора, самой внешней, самой длинной. Итак, вот вы и проникли на ранчо. Впереди огромные холмы и много мест. Теперь вам надо найти стадо коров. Можете искать их по запаху, их запах практически бежевый. Когда стадо найдется, ищите среди них теленка, который будет называться Кэтл. Его вам и нужно убить. Однако будьте аккуратнее, все коровы начнут мычать и поднимут шум, на который придет хозяин ранчо. Здесь и начинается самое интересное. Поев, вы должны как можно скорее убежать, потому что по вам откроют огонь. Не бойтесь, хозяин ранчо меткий. Он прямо снайпер. И при хорошем попадании вам отнимется по 1000 хп. Правда, когда вы бегаете, по вам попасть будет труднее, так что урон уменьшится, но не настолько. Может быть и 500 единиц урона, а может быть и меньше. Весьма удобно, если с вами находится мейт, потому что первым делом хозяин ранчо будет палить по нему, и у вас будет время свалить. Итак, если вы убежите живые, еще и нажравшись на халяву, вам дадут достижение Range Bandit. Если вас застрелят, вы получите скрытое достижение Bark Bang Bang. Вот вам и 2 достижения. Но вот третье достижение, о котором я расскажу сейчас, тоже скрытое, и название ему Escape Artist. По иконке можно догадаться, что вы должны попасться в капкан. Да, вы не ослышались, в игру добавили капканы, и они реально есть. Но вот лично мне пришлось долго выбивать из хозяина ранчо этот капкан. Вот так вот. Раньше было намного труднее выбраться. Но вернемся к теме. Вообще, начнем с того, что вы пойдете на ранчо далеко не один раз. У нашего владельца ранчо есть куча вариантов отпугивания волка. Развесить на забор флажки, поставить вышки, чтобы заметить вас еще до захода на ранчо, пугать волка гудком из MLG, включать рок ночью, а еще поставить надувных человечков. И еще у него есть вариант спрятать коров у себя. А, да, у него еще есть место с забором, за который попасть просто так нельзя. И там же есть фермерский дом. Нет, ладно, туда можно попасть, но это уже дыра в невидимой стене. Он также может поставить собаку. Это рыжая такса. Капец, она упоротая и угарная, это просто жесть. What the dog doing? Короче, завидев вас, она поднимет шум. Кусать таксу нельзя. У хозяина ранчо в запасе есть еще один способ. Он может оставить за забором отравленный труп коровы. Когда вы его съедите, вам высветится табличка о том, что это мясо отравлено, и у вас сильно уменьшится хп. Мейт, кстати, тоже теряет хп, поедая это мясо, но если вы не включили функцию возможности его смерти, то он будет жрать мясо дальше, даже несмотря на уменьшение своего хп вплоть до минимума. Вы можете наесться этим мясом и отрыгнуть щенкам, ничего не будет. Но ни в коем случае не давать им кусочки. Они порадуются и сдохнут.
Ну а на этом все. Мы с вами рассмотрели 3 достижения, связанных с ранчо. Теперь я хочу пожелать вам удачи в их получении.